Итак, всем доброе утро, друзья мои. Как всегда, ночью не спим. Я хочу подарить вам очень нужный заговор всем. Он пригодится как простым людям, так и практикам. Как видите, опять мои плазмоиды тут свирепеют. Да. Итак, этот заговор может прочитать человек, когда боится проверок на работе. Он может начитать на любую вещь, которую будет носить. Даже на кольцо свое. Снять кольцо, начитать и надеть обратно. Этот заговор можно начитать возле своих дверей, если вы не хотите, чтобы там, предположим, какая-то служба к вам пришла проверять. Мало ли, может, у вас не в порядке там какая-то система, может, у вас водопровод, что-то не в том состоянии, или вы не хотите, чтобы к вам пришли определенные люди, вы боитесь кого-то, скажем, может, вас преследуют, или вам угрожают, не имеет значения. В любом случае, чтобы вас не видели, не заметили, до вас не дошли. Если вы боитесь увидеть, скажем, бывшего мужа или ухажера и не хотите просто неприятного разговора, да и неприятных людей не хотите видеть. Может, с вашим соседом у вас конфликт, и вы не хотите, чтобы он вас заметил, когда вы выйдете гулять с собакой, скажем так, да, и как бы сделать, чтобы разминулись ваши пути, и вы не виделись. Этот заговор я составляла давно, и как все заговоры, которые я дарю людям, я переделываю под них, для того, чтобы людям они не приносили никаких неудобств и помогали как можно сильнее. И поэтому он проверен и не раз. Например, как-то я начитала и пошла на улицу. Мне не хотелось видеть человека там, который как бы меня ждал, чтобы поговорить. В общем, навязывался, надоел он мне. И я начитала, вышла. Я помню, что просто мимо него прошла, и в этот момент у него телефон зазвонил, он повернулся, с кармана достал этот телефон, начал разговаривать. Что-то ему не понравился этот разговор, он начал там, махать руками, жестикулировать, возбудился, разозлился. Пока был занят, я прошмыгнула, прошла, и я его не увидела. То есть он меня не увидел, извиняюсь, я с ним не поговорила. Не пообщалась, потому что я не хотела этого. Бывают моменты, когда вам нужно, чтобы вас не видели, чтобы в этот момент были там-то. Вот не хочется, чтобы кто-нибудь знакомый увидел. А если незнакомый увидел, чтобы он не запомнил вас, ваши черты. Вот не надо, чтобы он вас в этот момент там видел или встретил, или увидел. Или вам нужно, скажем, что-то кому-то передать, и очень не хотите, чтобы кто-то увидел ваш разговор и так далее. Начитывайте, и это все отводится в сторону. А если вы хотите, чтобы ваш дом был невидим от всех, чтобы к вашему дому не подходили всякие рекламные агенты, там, всякие люди, даже, скажем так, касаемо преступных людей и так далее, начитывайте возле дверей, внутри дома. Какие еще моменты могут происходить, что вы не хотели? Если у вас в семье, скажем так, конфликтная ситуация, чтобы ваша свекровь особо не приставала, не замечала вас практически дома, чтобы не доставала вас и так далее. То есть всегда, когда вам хочется оставаться невидимой. У сказок на самом деле есть почва. И почва сказок – это магия. И в каждой сказке есть доля правды. Это не просто так сказано. Так вот, плащ-невидимка или невидимая вещь. Кстати, начитать можно, хоть на своей, над своей одеждой, тут закрылась, извиняюсь, носить и выйти. То есть одеться и выйти. Хоть на колечко можно начитать, на что угодно. Я уже вам объяснила. Если вы, скажем, ведете какую-то, работу, и вы не хотели бы, чтобы сейчас вас заметили, там, может быть,
какие-то проверки у вас, вы только открыли свои магазины, вам не хочется, чтобы постоянно там теребили нервы, вот с эти санэпидстанции, всякие службы, начитайте возле дверей вашего магазина, вас оставят в покое. Иногда обновляйте это, к вам не будут ходить. Я думаю, что вы все поняли, о чем речь. Итак, это называется стать невидимкой. Сейчас открою. Читать нужно 7 раз. Я не знаю, сколько раз я прочту, потому что уставшая. Уже утро практически. О духи, встаньте за моей спиной. Ведите меня тайной тропой. Невидимым покровом укройте меня. Спрячьте от всех и от врагов. Будут слепы, меня не увидят. Стану дымом, исчезну в воздухе. Стану ветром, пропаду в сферах. Мимо пройдут, меня не заметят. Ветер не поймать и меня не поймать. Невидимым плащом укроюсь, от недругов закроюсь, ключ, замок, язык. Заклято. Еще раз. О духи, встаньте за моей спиной, ведите меня тайной тропой. Невидимым покровом укройте меня, спрячьте от всех и от врагов. Будут слепы, меня не увидят. Стану дымом, исчезну в воздухе. Стану ветром, пропаду в сферах. Мимо пройдут, меня не заметят. Ветер не поймать и меня не поймать. Невидимым плащом укроюсь, от недругов закроюсь. Ключ, замок, язык. Заклято. Еще раз. О духи, встаньте за моей спиной, ведите меня тайной тропой. Невидимым покровом укройте меня, спрячьте от всех и от врагов. Будут слепы, меня не увидят. Стану дымом, исчезну в воздухе, стану ветром, пропаду в сферах. Мимо пройдут, меня не заметят, ветер не поймать и меня не поймать. Невидимым плащом укроюсь, от недругов закроюсь, ключ, замок, язык. Заклято. И можете спокойно идти по своим делам. Если у вас проверки обязательно вас не заметят или у них что-то случится, они уедут, считая, что всех проверили и так далее, и так далее. Дорогие люди, я делюсь с вами очень древними тайнами, секретами колдовства. Пожалуйста, цените это. Почему я говорю «пожалуйста»? Потому что нужно ценить. Иногда люди относятся потребительски ко всему этому. Привыкают к этому и считают, что это нормально. Ну, что здесь такого? А вы сейчас пару минут представьте, что если мой канал исчез бы навеки вечные с Ютуба. Вам бы хорошо жилось без моего канала? То-то же. Цените, потому что то, что я вам дарю, на самом деле, вам пригодится на всю жизнь. Вы можете своим детям передать. Это ж не на один день и не на 2. Это на всю жизнь. На все времена, на все случаи. Поэтому, пожалуйста, цените это все. Это все вам дается от тех сил, которые о вас заботятся и хотят вам помочь. Через нас. Но в любом случае цените этот труд. Всем удачи!